Добрый день, друзья! Я всегда стараюсь рассказать все о тех орхидеях, которые показываю на канале. И передо мной сейчас стоят две орхидеи. Я их показывала с лета прошлого года. Покупала 3 уценки, но, как вы видите, осталось 2. И не потому, что одна орхидея не восстановилась, а потому что 7 января она была в цветущем состоянии подарена одной из моих подписчиц. И осталось всего 2 реанимашки, которые я показывала с прошлого лета. Но они уже далеко не реанимашки. Одна из них тоже зацвела. Название напишу этой орхидеи. И вся история, которую я рассказывала об этих орхидеях, это первые орхидеи, которые были куплены специально уценками и восстановлены, не пересаживая, не разбирая из горшка орхидею. Посмотрите, вторая красавица, как прекрасно цветет. И еще даже года не прошло, как она зацвела. Ну а первая орхидея, которая была подарена, она зацвела зимой. То есть вот то, что я все время рассказываю, показываю, что не надо доставать орхидеи из любого грунта, в который они посажены, нужно оставлять и дать им возможность нарастить корни, восстановиться. И только после этого их пересаживать. Вот это все я все время и пытаюсь до вас донести. И показываю, конечно, после пересадок. Вот эти 2 пересадки показывала. Все ссылки, которые я оставлю, это именно истории об этих орхидеях. И вот сейчас одна из орхидей, вторая, опять цветет. Вы думаете, 3-я цвести не будет? Будет, обязательно будет. Вот он показался цветоносик. И у 3-й нашей орхидеи. Белая орхидея в момент цветения все корни закуклила. А это, пока она выпускает цветонос, у нее растут корни. И от шеи продолжают расти корни. И вот он долгожданный цветонос. Обязательно покажу вам и цветение этой орхидеи. И только после вот этих орхидей, вот этих 3, ну будем говорить, что 3, потому что 3-я тоже восстановилась, я показывала вам, как выбрать уцененную орхидею, купить, принести, и вот теперь наблюдаем за 5 орхидеями. Это следующий плейлист и следующий рассказ об уцененных орхидеях. Если здесь у нас было 3, то там у нас теперь 5. И вы думаете, те не собираются цвести? Да, мы их купили всего лишь, по-моему, в конце осени или в начале зимы. И даже эти орхидеи уже дают маленькие цветоносы. Я думаю, что это самый лучший метод ухода за уцененными орхидеями. Мало того, что он гуманный, мы с вами не получаем глубокой реанимации, так какой он еще и действенный. Вот оно, цветение орхидей. И не такое длительное время, как нам кажется, проходит. Да, мы все время хотим, чтобы она быстрее зацвела, но орхидея так не умеет. Она умеет и живет по собственным часам. Но просто нужно ей немножко помочь выкарабкаться. Например, из того, что у нее подгнили корни, или ее долго засушили в магазине, или еще по каким-то причинам у нее начали пропадать корни. Вот этот метод. Простой, очень простой. Самое главное — дать орхидее самой восстановиться в ее горшке, в который она была посажена производителем. Все действует и все цветет. Эта орхидея будет подарена сегодня
моей подруги, которая вдруг тоже недавно увлеклась орхидеями. Будем ждать цветения третьей орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!